Всем привет! Будем укоренять шелковицу. Есть у нас вот такой мох для этого. Основной ингредиент. И укоренять будем вот в такой коробочке. Это обычная коробка. Из-под круп. Вот такая. И она обтянута скотчем. Вот так, с разных сторон. Вот здесь по периметру, вот так и вдоль. Потом ножом прорезается вот такая дверка. Мох мы уложим вот сюда. О, здесь шишки даже есть. Мох нам нужен для удержания влаги. Он будет впитывать в себя влагу, а вот эту коробочку с черенками мы поставим на элемента теплого пола. Ну, куда-то на теплое место. Желательно в помещении, в котором будет происходить укоренение, чтобы температура была уже ближе дело к весне, хотя бы около 20 градусов. Вообще хорошо, если 16-18. Ну, даже и у меня сейчас уже 20. Так, черенки нарезаем примерно по размеру, чтобы вот так будет черенок. И чтобы здесь оставалось одна или две почки. Вот у нас почка вот и вот. Если вот так срежем, как бы будет маловато. А так слишком большой черенок и будет места много занимать. Можем его срезать здесь вот так. Давайте так. Заодно и срез обновим. А пока уберем. На распаковку этого секатора ссылку оставлю в верхней части. Пока мне очень нравится. Вот почка. И режем чуть выше ее. Думаю, сюда поместится штук 10. Раз. Ну, опять та же картина. Уменьшим здесь. Два. 3. 4. Это уже слишком тоненький. Просто вот макушка ветки могла не вызреть, и почки могут погибнуть в зиму, в мороз. Как тут здесь чернота какая-то, если вам видно. Ее, думаю, оставим. Итак, посчитаем. Ну и хоть примерно сюда и хватит вот так.
Так, теперь готовим черенки. Макушки можем замазать живой корой, потом замажем. Перед тем, как поставим, тогда и замажем. Иначе сейчас мы вот будем стол пачкать. Мы можем ими стол пачкать. Сейчас пока подготовим основание. Вот эту почку убираем. Она не нужна здесь. И делаем вот такие царапины. Не глубокие. Только кору снимаем. Давайте еще одну. Почку убираем. Почку убираем. Вам видно, когда я выхожу из кадра, вы говорите об этом. Почку убираем. Можете пока анекдот рассказать. Вместе посмеемся. У всех весеннее настроение, да? Не до анекдотов. Все готовятся к сезону. Так, это корневин. Окунаем туда. Вот так. О. Так, лишнее стряхнули. Что-то, надо, чтобы черенки вот не стояли более горизонтально. Ладно, уже ставлю. Вот так. Давайте ее прорежем. Вот так с краев подрежу. Вот так. Вот так. Ну ладно, пусть так. Так и оставим. Так, вниз. Можно было вот под черенками тоже чуть-чуть присыпать грунта нашего. Но когда мы его прольем, то вода все равно снесет часть грунта, и этот грунт откажется уже на мху. Так что особой разницы в этом нет. Вот так. И вот так. И еще раз вот так. Так, подправим его. Вы так и не рассказал никто анекдота. Хотите, я вам расскажу? Ну, раз молчите, значит, не хотите. Ну, думаю, достаточно. Ну, ладно, вот так вот.
Угу. Давайте замажем, чтобы не забыть. Живой корой замажем. Угу. Ну, теперь мы проливаем и ставим на теплый пол. Ничего страшного, если откуда-то потечет наша вода. Главное, чтобы мох был влажный. Мы будем потом его так раз-два дня поливать чуть-чуть. Вот так. Можно отсюда, можно по краям или прямо сверху. Итак, сегодня у нас 15 марта. Я приготовлю место на теплом полу, а вы не переключайтесь. Так, давайте отнесем его. Вот так. Здесь у него почти такие же соседи, сегодняшние прям. Они с корой. Так вот, замерим температуру нашего пола. 35. Это значит, это сейчас терморегулятор выключен. Ну а когда он нагревается до максимума, то это бывает в районе 45 градусов. Все. Не переключайтесь. Встретимся где-то через 2 недели. Оп. А что это здесь грязь где-то? Ну, корни есть, они практически везде. Только снимать надо раньше. Сейчас этой закладки 15 дней. Делалась она 15-го, сегодня 1-е. А так корни достойные. Но надо снимать, когда появляются вот прям зачатки корней. Ну какие корни.
Потом я их аккуратно достану и уже пересажу в более постоянные места.